Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. А вот вы знали, что если стенки холодильника заделать зеркалами, то еды будет в 4 раза больше? Век живи, век учись. А сегодня мы будем шить очень интересным способом. Гибрид между пэтчворком и оригами. Люблю такие загадки. А вот с этого места поподробней. Для создания одного блока нам понадобится несколько деталей. Размеры я взяла свои. При желании вы можете их изменить. Один светлый квадрат 10 на 10 сантиметров, 4 светлых прямоугольника размером 5,7 сантиметра на 10 сантиметров и 4 темных прямоугольника такого же размера. Повторяю, это набор деталей для одного блока. А сколько таких блоков вы будете делать, решайте сами. Прямоугольники рассортируем, соединим попарно. Светлые, темные и прошьем по длинной стороне. Естественно, отшиваем сразу все детали. Строчку делаем крепкой, мелкой. Закрепки в начале и в конце обязательны. Нитки не обрываем, шьем гирляндой. Экономим время, нитки, деньги и нервы. Дорогие мои рукодельницы, вы постоянно спрашиваете, где я беру ткани для рукоделия, такие яркие и красивые. Всегда честно отвечаю, в интернет-магазине 1 метр ткани. Думаю, что эта синяя перкаль уже стала визитной карточкой канала. Она мне очень нравится в работе. Да, опять сделала запас. А вот темно-синяя – это плотная хлопковая диагональ, прекрасная основа для ковриков. А цветные ткани – вот это перкаль. А с рисунком огурцы – это полулен. Думаю, что вы все еще их не раз увидите в моих работах. Вы же понимаете, что в лоскутном шитье достаточно небольших кусочков. Поэтому почаще заглядывайте на сайт, отслеживайте новинки. Удобно, сидя дома, не торопясь, выбирать нужные ткани, заказать по 1 метру и шить долго и счастливо. Кстати, для всех моих подписчиков по промокоду Полина действует скидка 5% на весь ассортимент. И, конечно же, в этом интернет-магазине есть и сопутствующие товары. И молнии, и застежки, и нитки, и иголки, и наполнители, и швейные принадлежности. Смотрите, какие прелестные махровые салфетки. Ими удобно пользоваться на работе, руки вытирать. И огромный выбор постельного белья. Сейчас дешевле купить готовые красивые наборы, чем шить все самим. Ну что, от шитья немножко отдохнули, а теперь продолжим. Отшитые детали отсоединяем друг от друга, разворачиваем, расправляем швы. Сгибаем заготовки пополам, чтобы получились аккуратные прямоугольники размером 5 на 10 сантиметров. С одной стороны они светлые, а с другой темные. Дальнейшую работу можно сделать по-разному. Я попробовала по-всякому. И чтобы вас не путать, показываю самый оптимальный вариант. Берем готовый прямоугольник, находим середину верхнего края, располагаем его светлой стороной к нам, сгибаем оба угла, чтобы снаружи была темная ткань. Приставляем эту деталь к основе, светлому квадрату и прошиваем.
Так мы обшиваем все 4 стороны квадрата. Следим за тем, чтобы все вершинки в центре совпадали. А дальше уже немного поработаем иголкой с ниткой. Соединим в центре все вершинки между собой. К ткани основы их можно не пришивать. Дальше отступаем от центра примерно 2 сантиметра. Нитки при этом прячем в ткани. Делаем невидимую протяжку. А в том месте сначала парой небольших стежков закрепляем нить, чтобы потом при шитье работа не сбегалась. Затем намечаем и притягиваем точку на этой же детали, только с другой стороны этого лучика. Также ее хорошо закрепляем и переходим к новой точке на 2 сантиметра ниже предыдущей. Также закрепляем нить и к ней будем притягивать новую точку, но ту, которая лежит на краю соседней детали. Таким образом мы прошиваем всю заготовку, формируем такой объемный звездчатый цветок. Для того, чтобы шить ровно, лучше кусочком мыла нарисовать 2 окружности, а уже потом работать. В качестве светлой ткани я брала разные оттенки голубого, но этой разницы все равно незаметно. Для моей задумки понадобится 9 таких звездочек, цветочков. Все детали надо подровнять. После шитья немножко уменьшился размер заготовок, ткани немножко подсобрались. Сами понимаете, что в этих деталях очень толстые края. Соединять их будем в стык через бейки. Приготовим полоску ткани шириной 3 сантиметра. Обе ее длинные стороны подогнем к середине. Прижмем ее к гладильной поверхности булавкой. Сделаем то же самое и на расстоянии 15-20 сантиметров. Обратите внимание, ткани под булавками должны свободно двигаться. Этот сгиб ткани фиксируем, прижимаем утюгом с паром и осторожно протягиваем под утюгом всю длину полоски. Получается прекрасная бейка шириной 1,5 сантиметра, уже готовая к дальнейшей работе. Если хотите, то можно сразу же заготовить много такой бейки и использовать ее по мере необходимости. Для дальнейшей работы нужен кусок крепкой ткани, и у меня нашелся плотный лен нужного размера. Чтобы рисунок был в середине, найдем центр и сделаем разметку. Нарисуем решетку 9 частей. Все наши красивые детали со звездами разложим в нужном порядке
и зафиксируем булавочками. Все соединения будут закрываться бейками. Для дальнейшей работы воспользуемся приставным столиком. Надо, чтобы все ткани лежали ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Первым делом пройдемся по всем соединениям, прошьем детали в стык соединительным швом, зигзагом или трикотажным. А уже потом закроем эти места бейками. Просто пришьем их прямыми строчками. Центр заготовки у нас получился очень красивый. Закроем открытые места широкими полосками ткани. Чтобы все получилось ровно, красиво и аккуратно, лучше сначала обшить 2 противоположные короткие стороны, а потом 2 другие, длинные. Когда передняя часть декоративной подушки готова, приступим к оформлению задней части. Надо 2 детали. Одна большая, по размеру такая же, как и лицевая часть, и полоска ткани шириной 10 см. Мы ее свернем вдвое. К узкой части пришьем нижний край молнии, а к верхнему краю молнии присоединим большой кусок. Посмотрите внимательно, как именно мы располагаем эти части. Большой кусок закрывает собой молнию. А теперь надо сформировать складку-клапан, в котором будет спрятана застежка молнии. Чтобы определить его глубину, лучше сначала заколоть булавочками, соединить вместе лицевую и обратную сторону декоративной подушки. Тогда вы сразу поймете размер этой складки. Зафиксируем ее булавками, и можно сразу же прошить это место на швейной машинке. Смотрите, как все замечательно получилось. Соединим вместе обе части и прошьем их по периметру. Но перед этим расстегнем молнию хотя бы наполовину. После того, как прошили на швейной машинке, обработаем зигзагом открытые швы и вывернем нашу декоративную наволочку-пижамницу. Внутрь нее можно вставить небольшую подушечку, а можно использовать как пижамницу для хранения принадлежностей для сна. Мои постоянные зрители помнят, что я уже шила подушку с лучиками, но она, хоть и выглядит похоже, шьется по совершенно другой технологии. Девочки, дорогие, вы же понимаете, что я вам дала идею. Вы можете попробовать использовать другие ткани, поменять местами светлые и темные оттенки, изменить размер, сшить не подушку, а сумку или декоративное панно. Кстати, я обнаружила, что очень многие смотрят мой канал без подписки. Обидно, да? Я даю вам знания и идеи для рукоделия. Поблагодарите автора классом, подпиской и поделитесь этим видео в соцсетях. Заходите почаще, вас ждет еще очень много интересного. Всем желаю приятного творчества. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!